Некоторые думают, что приготовить шашлык из языков, надо его просто нарезать на шампуры и поставить. Ничего не получится. Слушайте меня. Для того, чтобы приготовить хороший шашлык из языков, необходимо взять хорошее растительное масло, протертые томаты, примерно полкило лука, примерно 200-300 грамм болгарских перцев. Непременно взять головку чеснока с зубчиками, непременно взять куркуму, черный перец, красный перец сладкий, паприку. Еще вам понадобится зира, еще вам понадобится кашниш, молотый кориандр. Конечно же, соль. И помимо 6 небольших язычков, одна маленькая скороварка. В скороварке весь секрет. Первым делом в скороварку наливаем немного растительного масла. Теперь лук, только не весь лук сразу, а примерно половину. На лук чайную ложечку соли. Раз это лук, то пол чайной ложечки куркумы. И вот теперь закладываем языки. Ну и языки, разумеется, тоже надо посолить. Чайная ложечка соли будет достаточно. Где соль, там перец, черный перец. Пол чайной ложки хватит. Полная чайная ложка паприки с горкой. Молотый кориандр, тоже чайная ложка. Ну и пол чайной ложечки зиры. И теперь засыпаем оставшийся лук. Поверх лука головка чеснока с зубчиками. Сразу весь болгарский перец. Пусть отдаст как можно больше своего аромата. И вот теперь все заливаем томатом, протертыми помидорами. Здесь сверху столько овощей, что я не могу не посолить их. Хотя бы пол чайной ложки соли поверх овощей надо добавить. Закрываем крышку скороварки. Если у вас нет скороварки, сложите все в обыкновенный казан. Прикройте плотно. Просто времени уйдет немножко больше. Необходимо приготовить языки не полностью, а так, процентов на 75, на 80 готовности. Итак, что я делал с языками, пока вас не было? Языки сварили, вынули из скороварки, очистили от шкуры, а все, что там осталось, это все обработали блендером, пропустили через сито, поставили на огонь и упаривали. Упаривали, чтобы смесь стала густой. Это не просто так смесь, вы сейчас поймете, для чего эта смесь. Каждый пропитавшийся овощными соками и ароматами язычок я режу на 2 равные части. И нанизываем на шампуры. И вы же знаете, вы догадываетесь, что я сейчас буду делать. Вот этой овощной, загустевшей, но очень ароматной, очень вкусной смесью я смазываю язычки. И на мангал соусом вниз. И соусом будем обмазывать шашлыки всю дорогу, пока он только будет жариться, пока он только будет выпекаться на мангале. Соус будет подсыхать, а мы ему еще немного свеженький слой. Так надо для того, чтобы овощи, в которых языки варились изначально, образовали как бы корочку на поверхности языков. Представляете себе? Язык в овощной упаковке. И вкусно, и полезно. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например,
Кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Вот они. Ух! О, сама нежность, а не язык. Да смотри, его снять проблема. Он прям трясется весь. Вот это да. Честно скажу, один из самых сложных кебабов. Но какой вкус, какой аромат, какая нежность. Шашлык из языка. Превосходная закуска. Приятного аппетита!